Всем привет! 7-й день нашего путешествия по Польскому. Мы в Териберке. И вот здесь смотрим такое разрушенное здание. Старинное здание. Достаточно неплохо сохранившееся. Перила деревянные остались. Мне нравятся лозунги вот эти вот здесь. Такое тут с фантазией все. Кто-то здесь учился, да, ну. Здесь в хорошем все так не погромлено. Апрелевский ордена Ленина завод. Недалеко от нашей дачи. Школа. Один из символов Териберки – кладбище кораблей при въезде в поселок. Принято считать, что это кладбище начало формироваться в 60-е годы прошлого века. Тогда Териберка потеряла статус райцентра. На смену деревянным судам пришли крупнотоннажные, который уже не мог принимать Териберский порт. В итоге прибрежное рыболовство стало приходить в упадок. Говорят, особенно много разрушенных кораблей можно наблюдать при отливе. Но мы не стали дожидаться, так что, скажу честно, не видел. Гуляем по Териберке или по Териберке, как правильно, не знаю, честно говоря. Такие ресторанчики тут, Териберский берег, ресторан, огромный совершенно кит. Или кто это, интересно? Здесь выставлен. Но говорят, что это муляж. А это Баренцево море. Красота. И никого. Вот такой тут корабль на берегу лежит в Териберке, на пляже прям. После Териберки мы отправились в отдаленное село Дальние Зеленцы. Это порядка 150 километров от Мурманска на север Кольского полуострова. После поселка Туманный начинается лихая такая дорога, проезжаемая только в летний период. По пути мы благополучно вытянули из ручья застрявший автомобиль. Все-таки какое-то регулярное сообщение с райцентром у поселка еще есть. Центральная площадь села Дальние Зеленцы. Советская техника на вечном приколе. Вывозить ее, видимо, невыгодно, неинтересно. Так все тут и стоит, оставленное до лучших времен. А прямо передо мной вот такой вот домик. Здание бывшего общежития Мурманского морского биологического института. Ныне единственное сохранившееся здание в Дальних Зеленцах. Ни одного пластикового окна. Большая часть людей уже уехала отсюда давным-давно. До 90-х годов в поселке находился морской биологический институт. Изучали жизнь морскую. А там вот вдалеке, где вышка на сопке, видны заброшенные здания. Мы как раз сейчас туда поедем. Там, говорят, интересно. Редкий Зил здесь служил. Дослуживал свою жизнь. 131 я работал на Олимпиаде в 80-м году. Вид на старую часть поселка Дальние Зеленцы. Край земли реальный. Куча заброшенных домов, разрушающихся просто на глазах. Постоянных жителей в поселке сейчас чуть менее 20 человек. Ехали мы сюда по достаточно непростой дороге. Полностью просто сгнивший корабль. Здесь, конечно, намного интереснее, чем в Териберке. В Териберке слишком много народу и всего для туристов сделано. А здесь все такое
такое еще первозданное и неплохо сохранившееся, не растащенное. А, это Мурманский морской биологический институт. Был основан в 1935 году. Вон старая еще вывеска. Пойдем посмотрим. Такой здесь город-призрак. Кажется, пап, тебе уже нечего сказать, ты просто записываешь для галочки. 14 на приеме. Догоняю вас, я тебя вижу. Давай. Это пишущая машинка. А я уже... Она уже вся заржавела. Егор, а как ты сюда залезал? На бочку? Ну как, вот. Ногами. Ногами. Так, идем в этот институт биологический. Пап, можно я? Здесь очень непросто было подняться. Так. Ну, гостей вроде я не вижу. О, старая пробка внутри бутылки. Ну, это роял, спирт старый. Всякие тут. Куча всего. Мы в библиотеке биологического института. Значит, журнал «Биология». Номер 10 за 79 год. Смотри, прям журнал с полки даже никто не снимал. Вон там наверху. Ну, вода сделала свое дело, а туда даже никто не лазил. Биология. Это некий отраслевой журнал. География, биология. Биология. Какого года? 79 год. Саш, посвети мне. Вот так вот. В подвале биологического института. Все оставлено как есть. Там ничего нет. Фильм ужасов можно снимать. Смотрите, а здесь карты. Куча коробок. Игровые? Игральные? Не. Да? Давай посмотрим. Откроем? Просто. Подожди, что это такое? Это вот пластинки. Открой. Какой год? 85-й. Игель чумовой. Это да. Ну там все сгнило, да? Там какие-то приборы стоят, типа такие, как наблюдать, да? А-ля телескоп, не телескоп, а какие-то приборы, которые в эти окна туда что-то направлены. Нет, дом жуткий. Жуткий дом. Здесь прям вот фильм ужасов снимать можно без декораций. И таких домов здесь вон, включая этот, здесь, наверное, жили эти ученые. О. Полностью остановилось время здесь. Старый дом, разрушающийся прям. Время его уничтожило. Я сюда еще приехал. Мы не зря сюда зимой, наверное, хрен приедешь. Мы не зря сюда ехали. Да. Это точно. Что у нас тут? Название улицы. Улица Набережная. Дом 3. Сколько тут горшков-то? 3-горшковый. 3, нифига себе. 3? Да. 3 головки. Сколько всему этому лет? Табличек нет. Ну, очень много.
Залезли на баркас вот такой. Постройка точно еще давай. А это здесь был штурвал, а это ход. А, правильно. О, правильно, сюда. Да, это Приборы даже есть. газон. Что там за приборы? Ну, тут понятно, разбили. Температура Давай. масла, температура воды. 20 туда, 20 сюда. Ну, али вон лебедка спереди. А кубрик там вот дальше, да, если пойти? Вот там. Спереди, да, А спереди, а? Вообще, конечно, в нашем севере поражает и впечатляет больше всего нас вот эта заброшенность, да. То есть брошенные деревни, дома. Этого всего очень много. И это, конечно, очень колоритно и ну, передает настоящую атмосферу. Вот. Конечно, немного грустно от того, что ты видишь иной раз, да, что вроде бы люди жили-жили, а теперь время таким образом убивает и дома, и следы присутствия этих людей. Вот. Но с другой стороны, побывав в этих местах, ты понимаешь, в общем-то, лучше свою страну, чувствуешь, что и здесь тоже была жизнь, да, или может быть жизнь, даже в таких удаленных уголках, как Дальние Зеленцы, там на Баренцевом море, Мурманской области, на самом краю и севере Кольского полуострова. Вот. Здесь когда-то кипела жизнь до 90-х годов, когда институт закрыли и люди все уехали, перестали что-то значить для своей страны. Вот. А вот здесь вот есть присутствие новой жизни. Это некие москвичи открыли здесь дайвинг-центр. Вот. И еще небольшой рыбный завод, видимо, он был, либо его поддерживают существование, либо он новый. А вот пятиэтажка, где находится администрация, говорят, живет всего 2 семьи. Действительно, один подъезд прям заросший травой. То есть видно, что половина дома минимум не живет, не жилая. Хотя окна не битые. Представляю, как здесь сурово и холодно зимой. Ну, мы сюда ехали, дорога тоже такая, не каждая машина проедет, поэтому, наверное, сохранность вот этих всех зданий, первозданность, она здесь значительно выше, чем в той же Тереберке, вот, в которой мы были вот сегодня утром. Ну да, там тоже есть старые здания, но там больше туризма, там больше уже каких-то современных зданий, построек, даже асфальт уложен новый. Вот. А здесь видно, что наоборот жизнь ушла, и вот остались какие-то советские автомобили, которые вывозить смысла нет. Куча металлолом, который уже не ездит. И это все, конечно, ну, очень впечатляет. Друзья, как вы думаете, что это такое? Вот это. На самом деле это груша для перекачивания топлива. Очень полезная вещь. Теперь у меня будет всегда с собой. Зависли мы в Кандалакше из-за пробитого бака. Сейчас устраняем тут. Переливаем в канистры. 170 литров. «17 баклажек». Что ты можешь сказать по поводу происшедшего? Главное помочь Егору, и еще главное успеть в школу и в парикмахерскую. В общем, процесс полагается песочком присыпать. Это чтобы не загорело. Да. О как, да? Ситуация. Ситуация. Ну из любой ситуации мы выход находим.